Golf 4 – это классика автомобилестроения, как и многие автомобили Volkswagen тех лет. Начал он выпускаться с 1997 и производился до 2005 года. Кузова были 4 типов. Это пятидверные и трехдверные хэтчбеки, универсал и кабриолет. Касательно кузова, сразу замечу, что само железо очень добротное и толстое, как и на старшем брате, пятом Passat. Поэтому кузова у них целые даже спустя 20 лет, если, конечно, не битые. Привод передний, подвеска здесь средней жесткости и ходит она довольно хорошо. Задняя подвеска представляет собой балку с пружинами, которые стоят отдельно от амортизаторов. Дорожный просвет, я бы сказал, что низковат и зимой постоянно цепляется за наледи. И по грунтовкам на нем тоже приходится ездить аккуратно. Можно, конечно, поставить защиту, но она будет у вас съедать еще около 2 сантиметров, и тогда цепляться будет еще чаще, но будет уже не так страшно. В салоне все очень хорошо и качественно сделано. Приборная панель здесь приятно светится голубой подсветкой. Были версии с климат-контролем, хотя у него часто бывают проблемы с электроникой. В салоне места не очень много, но как для этого класса это, я считаю, нормально. Сзади, например, 3 взрослым человекам будет тесновато. Двигатель на 4-й Golf устанавливалось много из-за их модификаций. Рассмотрим только основные, которые чаще всего можно встретить. Это бензиновый 1.4, 1.6, 2.0 и дизельный объемом 1.9. 1.4 это самый слабый и самый ненадежный двигатель, который был на Гольфе. Имеет алюминиевый блок с чугунными гильзами, поддон здесь также алюминиевый. В приводе ГРМ используется 2 ремня. И пластиковые ролики, которые натягивают эти ремни, часто выходят из строя раньше положенного срока. Это приводит к неравномерному износу ремня, который потом сползает с шкива и стирается. Распредвалы расположены в крышке клапанов. При проблеме со смазкой или из-за низкого ее качества или в связи с перегревом они могут заклинить в этой крышке со всеми вытекающими последствиями. При извлечении коленвал, например, из блока блок может повести, поэтому считается, что на этом двигателе коленвал нужно менять вместе с блоком. Динамика очень посредственная, и этот двигатель очень плохо переносит агрессивную езду. При спокойной езде и нормальном обслуживании средний пробег до какого-то серьезного ремонта у него обычно около 300 тысяч. 1.6 здесь используется чугунный блок, установлено 2 лямбда-зонда в выхлопной системе, и они часто преподносят сюрпризы, особенно при езде на дешевом бензине. Было 2 варианта с раздельными катушками на каждый цилиндр и одной общей. Версия с одной катушкой более надежная. Привод ГРМ здесь ременной, и конструкция у него такая же, как у 1.4 с 2 ремнями и всеми теми же проблемами. Клапанная крышка также является постелью распредвалов. Ходят эти моторы обычно до 400 тысяч без проблем. Динамика, конечно, слабовата, особенно в паре с автоматом, но для спокойных водителей она достаточно и приемлемая. 1.8. Отличный мотор, страдает частой негерметичностью вакуумных трубок в силу возраста или невнимательности хозяина. В приводе ремня ГРМ использован ремень и цепь, а также гидронатяжитель. С помощью натяжителя цепи привода распредвала производится регулирование фаз. Маслонасос здесь также вращается при помощи отдельной цепи от коленвала. Еще в этих моторах используются форсунки для полива поршней. Эти двигатели очень хорошо ходят, если не экономить на масле, хотя это, конечно, справедливо для всех моторов. На турбированных версиях 1.8 случаются трещины в головке при больших нагрузках. 2-литровый бензиновый двигатель – это, наверное, самый надежный из бензиновых двигателей, которые устанавливались на Golf 4. У него нет каких-то ярких характеристик, но зато конструкция у него самая простая, динамика вполне достаточно для этой машины. Здесь чугунный блок, ременной привод ГРМ и используется только 1 ремень. Дизельный 1.9. Самый надежный дизельный двигатель концерна Volkswagen 90-2000-х годов. Здесь используются простые механические форсунки и ТНВД и минимум электроники по впрыску. Используется простая турбина, чугунный блок, привод ГРМ ремнем. Все это в совокупности делает этот мотор самым неприхотливым и долгоживущим. Он неприхотлив в топливе, исправный он заводится в морозы до минус 30.
Также у него невысокий расход топлива, в среднем около 6,5 литров на 100 км по городу. И нормальная динамика, как для дизеля. 1.9 насос с форсунками. Это более мощная версия 1.9, где использованы насос-форсунки, которые приводятся в действие распредвалом. У этого двигателя очень хорошая динамика при невысоком расходе топлива. Но тут уже есть ряд дорогих неисправностей, которые могут случиться, а именно износ головки в местах прилегания форсунок, а также используется здесь уже в сцеплении двухмассовый маховик. В заключение скажу, что Golf 4 это очень хороший и качественный автомобиль, который при правильном выборе и должном уходе подарит вам удовольствие от езды гораздо больше, чем новые дешевые какие-то автомобили. Благодарю вас всех за просмотр. Всем удачи!